Илья Владимирович, большое спасибо вам за лекцию. У меня, к сожалению, последний вопрос, я его коротко попытаюсь сформулировать, но очень большой. Скажите, пожалуйста, не создается ли все-таки, если глубоко смотреть, своеобразная иллюзия обмана, когда современное общество, вот что в меня не полетели тарелки, скажу сразу, я за технологиями сижу 24 года. И как вот человек, сидящий с технологией 24 года, говорю, мы вступаем в эпоху иллюзии обмана. Вспомните август 2000 года. 2 недели отключена Останкинская башня. Мой приятель, который 10 лет не мог найти себе жену, пошел гулять с собакой и через 10 минут познакомился с девушкой, а через 2 недели они поженились. Совсем недавно наблюдал картину у метро ВГНХ. Стоит здоровый 20-летний парень и плачет. Подхожу, спрашиваю, что случилось? Думал, ограбили, убили. У меня электричество кончилось, разрядился смартфон. Я говорю, чего? Мне до дома доехать нужно. Я говорю, какая проблема, вот метро. Так там же маршрут, я не знаю как. Вот сейчас в одной восточной от нас стране, известной всему миру теперь, небольшие проблемы с технологиями. Где-то электричества нет, а где-то домов. Когда люди записочки пишут на бумаге от руки. Не кажется ли вам, что наш мир очень хрупкий, ну хотя бы по одному простому критерию? Что будет, если мы выключим электричество? Будет цифровой детокс, да. А не кажется ли вам, что будет общество человека-овцы? Сегодня мы говорим об образовании через интернет, но получаем образование человека-овцы. Ему сказали вот нажать вот это, и это правильный ответ. Но мы, студенты и другие, приезжают в ту же Америку, в Нью-Йорк, с 5 образованиями и с 5 изученными английскими и другими языками. И их там никто не понимает, этого английского языка, потому что это интернет. Это не связано с собственной технологией. Речь идет о том, я понимаю, я о другом, что мы поставили технологии впереди человека. Вот о чем я хочу спросить. Вам не кажется? Я так понимаю, сейчас прозвучала некая критика технооптимизма. Знаете, в секундном долении есть такая идея, что ты можешь решить. Да, есть такая солюционизм даже, такая позиция называется, что мы сейчас вот все изобретем, и будет счастье всех на земле, и все социальные проблемы решатся. Я с вами совершенно согласен. Башни нужно отключать, еще у Стругацких надо сначала отключить башню, а потом уже все самозавертится. Вот, но понимаете, тут ведь очень многие из этих вещей в глазах смотрящих. Вы привели несколько примеров, а сторонник какого-то другого взгляда приведет совсем другие примеры, и какие из них будут показательны, это требует, в общем, исследований. То, что мы очень многое ставим в зависимости от технологий, что они очень многое в нашей жизни напрямую висит на волоске, и в том случае, если что-то отключается, мы не можем найти дорогу, это не специфическое свойство цифровой технологии, это свойство любой технологии. А человек вообще-то эволюционировал для того, чтобы использовать орудие труда. Человек использует орудие гораздо более хитро, чем разные другие животные. Вот, так что это оборотная сторона тех безусловных плюсов и достижений, продолжительности жизни и всего остального, что наше хрупкое, вообще оно в принципе хрупкое существование, оно становится хрупким в самых разных местах. И чем в большей степени технологии это последует, тем в большем количестве мест оно становится хрупким. Но вы сказали очень интересный про обман. Вот про обман в случае цифровой технологии, особенно технологии, связанной с собственной агентностью, с ботом. Человек, который сделал программу
Элиза со скрипкой доктор Йозеф Вайценбаум. В 1966 году он на Лиспе написал программу, которая имитировала роджерианского психотерапевта. На английском это проще, чем на русском, в русском языке нехорошая морфология, а тогда с английским ему удалось сделать очень простую вещь, когда эта программа возвращала собеседнику в текстовом виде через терминальную клавиатуру, возвращала его же высказывание, но в преобразованном виде. Какие книги вы любите? Спрашивал человек. А вы какие книги любите? А у меня была маленькая человека. А когда это у вас начало болеть голова? Как вы думаете, почему у вас болит голова? Вот таким образом вернуть человеку его высказывание, это значит создать впечатление того, что ты понял это высказывание, хотя это просто правило, это регулярное выражение, которое у человека создает иллюзию того, что с ним разговаривает разумный собеседник. Вот это вот возможность человека обмануть и готовность человека пойти на поводу у этой иллюзии, вообще говоря, Вайценбаума настолько впечатлила, что он для начала хотел сделать так, чтобы он всю статью опубликовал. Такой человек, который ее прочитал, мог воспроизвести это дело. Потом он написал целую книгу, которую посвятил именно вот опасности этой иллюзорной сферы, которая возникает благодаря тому, что человек готов иллюзорно беседовать с программой. Ну вот, в словесной области это особенно явно. Но я хотел бы закончить на оптимистической ноте, которая имеет отношение к креативности. Эта иллюзорность открывает огромные возможности в области креативности. То есть речь идет не о технологиях самих по себе, в которых заключено зло или добро, а о том, как люди их используют.